Привет, ребята! Сегодня у нас 100 дней выживания в Ark Ascended. Ark — это открытая песочница-выживач на огромном неизведанном острове. Нам предстоит бороться за свою жизнь. С динозаврами, голодом, а также рельефом. Наша цель — выжить, приручить местную фауну и узнать самую главную тайну острова. Все как мы любим. Ну что, погнали! В начале нашей истории, как и во всех остальных выживачах, я просыпаюсь на пляже в каких-то ебенях. Кто я? И как тут оказался, неизвестно. И что со мной делали динозавры, пока я спал на пляже, тоже неизвестно. Но в отличие от остальных игр подобного плана, Ark наградил нас имплантом в руке, который помогает нам открывать наш инвентарь. Но сам инвентарь, видимо, находится где-то в глубине наших трусишек. И я не первый раз на этом родео, так что первым делом начинаю собирать всякие окружающие меня ресурсы. Что-то с этого пригодится. Мне повезло, прямо с земли я подбираю достаточное количество дерева и камня для крафта первой каменной кирки. Даже не пришлось избивать деревья. А так хотелось. Крафчу свой первый инструмент, за что получаю уровень и изучаю следующие энграммы. Собрав нужное количество волокна, создаю одежду, чтобы немного прикрыться и не смущать окружающих существ. И еще создаю топор. Киркой из камня выбиваю кремень, а с кремния и дерева я создаю копье. Теперь я очень опасен. Вижу первую жертву, Додо, и не вижу препятствий. Немножко мезозойского ультранасилия, теперь у нас есть мясо и кожа. Повторяем это упражнение несколько раз. Чем больше, тем лучше. О, малютка Додо. И я убил всех твоих родных. Но тебя я трогать не буду, я же не монстр какой-то. Как вырастешь, найди меня и отомсти. Дальше я наткнулся на зверя опасней. Дилофазавр. Нет, 3 дилофазавра. Умело орудуя копьем, ретируясь и нападая, я одолел тяжелых противников. О, посмотрите, как красиво. 5-й Unreal делает вещи. Глубже в лес идти пока опасно. Я решил сделать лачугу и развиться на пляже. Скрафтил ступку и кровать и нашел прекрасное место для своего временного пристанища. В бухте возле огромного дерева. Изучил энграммы лук, стрелы и прочее. Начал добывать ресурсы для постройки дома из соломы. Для этого нам нужно волокно, солома и нарубить очень много дерева. Скрафтил пару фундаментов, а также лук и стрелы. Выгляжу угрожающе. Устанавливаю фундаменты и тыкаю на них кровать. О, дружок Авираптор подбежал. Ты же не опасен? Заорал и убежал. Какой ты ебанутый, блять. Также устанавливаю ступку. Она нам нужна для создания всяких дополнительных ресурсов. Что-то по типу наркотиков, селитры и цементной пасты. Энграммы которых я изучил. Хватаю лук и бегу на охоту. Нахожу первую жертву, паразаврика. Беременные дети, отвернитесь от экрана. Дальше кадры 18+. Выбиваю мясо и кожу. Сейчас одна из главных целей — это создание наркотика. С помощью него можно приручать разных существ. Поверьте, им понравится. Для этого нам нужно собрать много гнилого мяса и наркоберри. Собираю ягоды, чтобы мясо портилось быстрее, разделяю его. Возвращаюсь обратно и создаю немного наркотика. Ставлю костер для жарки мяса и для общего уюта. Смотрите, как красиво горит огонь. О, это не тут футаж. На склоне опустился белый аэродроп. Поднимаюсь к нему, может попадется что-то интересное. Джекпот. Соломенные конструкции для постройки лачуги. Нам это надо. Видимо, первую ночь я проведу уже в безопасности под крышей. Возвращаюсь обратно на базу. Начинаю выстраивать халупенцию. Получился очень нежный пляжный сарайчик. Улучшаю всякие нужные энграммки, соединяю котики и стрелы, создаю транквилизирующие стрелы. Они понадобятся, чтобы на расстоянии усыпить динозавров для последующего приручения. Следующее, что я хочу скрафтить, это печка для плавки металла. Набиваю очень много камня, но все остальные ресурсы у меня уже есть. Возвращаясь обратно, я заметил, что у моего дома вырос хвост. А не, это просто Авираптор. Он никак не мог найти выход, так что я ему немножко помог. У него началась паничка, он начал орать, кружить, поджег себя на костре. Опять потерялся, ебанутый какой-то. Вдали заметил Пегамастакса. О, это еще тот вредитель. Они постоянно воруют у вас вещи. Как же они раздражают. Ставлю печечку, закидываю немножко металлической руды, которую уже получилось собрать. Скрафтил кожаную броню. Ну что я могу сказать, 0 из 10. Дальше поставлю пару шкафов в доме, чтобы было куда лутать.
Попытался запаркурить дерево, не получилось, а так хотелось. Понял, что начал страдать какой-то фигней, так что приоделся и побежал изучать новые территории. Немножко побегал там-сям, немножко поохотился, немножко попрыгал с обрыва. Увидел недалеко еще один аирдроп, решил его полутать. Пока бежал к нему, он начал исчезать. Красиво исчезает. Неподалеку я увидел, как дилофазавр напал на маленького паразаврика. Я влезаю в конфликт, огрудила. Чайка у меня ворует ягоды. Отдай сало! С воды выходит еще один дилофазавр. Но я всех победил и спас маленького паразаврика. А вот и он, паразаврик со своей мамой. О, а кто тут рядом бегает? Приручаю детеныша дилофазавра. Возможно, это ребенок тех, кого я убил. Рядом ходит терезинозавр. А это значит, надо съебать от него подальше. Вот такое у нас начало игры. Малютка дилофазавр и большой черный полуголый дядя. Скинул мелкому мясца, и мы побежали дальше. Рядом спустился еще один аирдроп, но уже зеленого цвета. Там должно быть что-то поинтереснее, чем в белых. Добегаю до луча и вижу возле него огромное стадо дилофазавров. Ничего, я теперь не один. Фас, малыш дилофазавр. И начался лютый замес. Тьма, дождь фигачит, я заряжаю стрелы, а дилофазаврик помогает мне со спины. После драки я замечаю еще двух дилофазавриков и приручаю их. Началась еще одна заварушка. И в какой-то момент на меня начал бежать раптор. Нет, несколько рапторов. Я начинаю сваливать, и они меня сталкивают с уступа. С помощью их пинка я долетаю до воды и выживаю на low HP. Фу, я выжил. Рано расслабился, они все еще преследуют меня. И рапторы меня загрызли. Просыпаюсь у себя на базе, затаив обидку на рапторов. Ничего, я вам отомщу. Отомщу за себя и за дилофазавриков. Голенький возвращаюсь на место преступления. С кустиком наблюдаю за обстановкой. Возле лута рапторов нет, но они бегают по другую сторону реки. Ну что же, ситуация пахнет писюнами. Спускаюсь вниз и крадусь к своему трупу. Пиздец, раптор стоит и просто палит на меня. Прям в душу. Хочу заметить, это выглядит крипово. Забираю свой лут и применяю тактическое отползание в кусты. Эту ситуацию нельзя отпускать. Рапторы тут надолго, если я ничего не сделаю. Блять, опять чайка спиздила у меня ягоды. Красиво упала. Я придумал план мести. Поставлю фундамент, на который буду забираться и отстреливаться от рапторов. Тут они меня не достанут. Надеюсь. План в действии. Чтобы поднасрать им еще больше, поставлю деревянные шипы. Теперь они убиваются об шипы. Так держать. Продолжайте. Самый хитрый решил скипнуть файт, но стрелы его догнали. Это победа. Дилофазаврики отмещены. Что это? Альфа-раптор. Выбивая все оставшееся дерьмо с рапторов, я заметил рапторенка. Иди сюда, родной. Делюсь с ним мяском. Вот так и начинается наше выживание. Малютка раптор и большой... Да ебаный мать, авираптор! Опять ты мешаешь, балс, пиздец, блять. Малыш раптор хочет с нами на прогулку. Таким образом мы увеличиваем привязку детеныша к нам. Это увеличивает их статы и дает баф, когда мы садимся на них в роли всадника. Привязка 100%. Найс. На пути домой нам попался трицератопс с детенышем. Трицератопсы фармят ягоды, так что он нам нужен. Предыдущий Ark Evolve был еще той криповой штукой. Типа наваливать наркотой Дина, чтобы приручить их, но Ascended превзошел своего отца. И теперь можно убивать родителей, чтобы воровать их детей. Ну что, погнали траить? Я начинаю его атаковать. Подключается раптор. Хорошо дамажим трайка, но ему начинает помогать еще один. А это уже проблема. Раптор может не вывести. И трайк его убивает. Получай копьем в ягодицу. Я добиваю второго трайка. Так, малыш трайк уже куда-то съебался. Ого, он убежал. Догоняю, приручаю. Вот такое у нас начало, а малыш трайки... Да ну его в пизду. Бедный раптор, я даже не успел дать тебе имя. Спасибо за помощь. Отдыхай, верный друг. Ну что же, не пропадать мясу. Крафчу седло для трайка. Надеваю и погнали домой. Я что-то подустал от этого экшена. Смотрите, как он круто фармит ягоды. Да ты шо, красота. Возвращаюсь на базу. Улучшаю инграмму на седло птеродона. Это наша следующая цель. Крафчу и ставлю термошкаф.
Если в него закинуть селитру, то он будет хранить продукты как примитивный холодос. А если еще добавить нефти, то он уже начнет вялить жареное мясо. На следующий день я отдохнул, и мою жопу опять потянуло на приключения. Внизу, вот в таком канале, я увидел новую стаю рапторов и маленьких терезинозавров. Интересно. У меня с дикими рапторами натянутые отношения, так что, пользуясь преимуществом высотой, я решил перебить их. Смотрите, каких много там. Даже образовалась рапторная многоножка. Главное, туда не упасть. Это будет очень тупо. Я успеваю открыть парашют, выживаю, ну и в конце меня съели. У меня ничего не осталось, я психанул, взял своего единственного помощника, Трайка, чтобы отбиться от толпы. Я не знаю, вывезет он или нет. Если нет, это будет очень грустно. По пути у нас образовалась одна проблема. Терезинозавр. Они очень сильные динозавры, и возможно Трайк отлетит уже от него. Так что я попробую как-то пройти мимо. Я его пытался задоджить как мог, но он все равно нагрелся. Ну что же, удачи нам. Трицератопс оказался не так уж и слаб. Пользуясь моментом, приручаю двух детенышей терезины, что увеличивает нашу боевую мощь. Кажется, рапторы сейчас нюхнут бебры. С терезины мне выпала кирка. Я выбиваю мясо с нее же. И мясом терезины кормлю ее детенышей. Ох, этот арк. Я пришел на место. Вдали бегал только один раптор. Забрал свой лут, вернулся к терезинкам. Пока они растут, сделал им привязку. И опа, заметил какую-то пещеру. Прикольно, надо запомнить. Терезинки подросли. Ну что, охота начинается. Вижу первую цель. Минус. Остальных не видно, но мы поищем. Нахожу их на пляже. Среди них был раптор 116 уровня. Жесть. Отпиздили еще Дила. Ну а что он ходит, втыкает тут. Потом еще одного. Устанавливаю их детенышей 100 уровня. Эти ребята пойдут с нами. Неплохой заход. У меня теперь есть крутая охрана. У терезин хороший дамаг, а дилофазавры дебафают ядом. Дружно бредем обратно. На пути нам попался альфа-раптор. Он хорошая возможность проверить боевые способности моих покемонов. В атаку! Минус один дилофазавр. Фу, запинали. Блять, еще один. Терезина с перевесом не может двигаться, и мне пришлось трицератопсом добивать второго альфу. Трицератопс мощь, я не ожидал. Я напал на альфу, пожертвовав одним дила не просто так. С альфа часто выпадают металлические инструменты улучшенного качества, что мне сейчас на начале ох как необходимо. И мне повезло, выпал синий металлический топор и металлическая кирка. Это чудесно. Теперь я могу фармить железную руду с помощью этих инструментов. Возвращаясь на базу, на нас напал еще один терезина с малышом. И я не виноват, честно, сами липнут. Малыш нам надо, забираем. По дороге приручил еще дилофазаврика. Терезинозавры уникальные существа. Помимо обычных стат, им можно прокачать еще уровень грубого или деликатного урона. Тот или иной урон влияет на добычу всяких ресурсов. Если вам надо больше кожи с Дина, качайте грубый урон. А если больше мяса высокого качества, то деликатный. Кажется так. Уставшие с кучей достижений, возвращаемся на базу. Тут я занимаюсь распределением ресурсов. Жарю первосортное мясо. Оно очень быстро тухнет. Жарить — это метод сохранить его дольше. На рассвете пошел ливень. Выглядит завораживающе. Дал имя трицератопсу. Танк. Он заслужил. Еще дал имя дилофазаврам Слюнявый и Плевака за их неординарные способности. Днем я собрал караван и пошел за металлом. В такой авантюре нам точно понадобится охрана. В лице терезины и двух дила. А что это за лут? Это что, душа раптора? Можно воскресить в водах оазиса. Хорошая попытка вайлдкарт, но я не буду покупать ваше дополнение за 30 баксов. Приплываем реку. Поднимаемся на гору. Ветер нашептал мне, что где-то здесь должен быть металл. Кажется, шептун меня наебал. А не, вот и металл. Хватаем кирку и долбим руду. Попутно отбиваемся от дила и терезина. Хорошо, что взял охрану. А то дикая фауна постоянно пытается дать мне пизды. Едем дальше, из кустов на меня выпрыгивает альфа-раптор. Был бы я один, поездка за металлом могла закончиться тут. Но мы его победили, и мне с него выпало золотое копье. Топовая вещь, с ней я долго буду еще бегать.
Выфармил много металлов, Дина использовал как перевозчиков, и мы все без потерь вернулись на базу. Попутно разбираю добытый лут, и тут какой-то шум, гам. И я просто вижу, как мои покемоны валят мое любимое дерево. С**ный Ихтиорнис. Они нагрелись на чайку и срубили дерево, которое создавало тут 90% атмосферы. Скрафтил седло на терезину, дал имя одному – Бутчер. Мясник. Он будет добывать мясо. Ну и решил его немножко выгулять. На выгуле нам попался синий луч. В нем должен быть лут еще лучше, чем в зеленом. И что же тут? Седло. А это что, штаны? Не, это лучше. Это рисунок штанов. Точнее рецепт. И самое топовое и однозначно необходимое – это фиолетовая винтовка. Господа, поздравляю нас. Это наш первый огнестрел. Возвращаясь домой, я встретил черепаху с личинусом 108 уровня. Сейчас мне черепаха не нужна, но 108 уровень – это 108 уровень. Приручаем малютку, и теперь у нас есть водяной покемон 108 левела. Рядом с нашей базой бродит птеродон 63 уровня. Я искал рядом уровень повыше, но этот оказался самым адекватным. Постараюсь его приручить. Накидываю балласт и тычкаю его стрелами. Когда птер врубается, закидываю ему в инвентарь мясо и наркотик. Мясо птер будет есть сам, а вот наркотик, когда его шкала оглушения будет падать, нам нужно прожимать вручную. Такая вот у нас система приручения. Вы только посмотрите на эту спящую симпатюльку. Пока птер приручается, я решил немного достроить свою лачугу. Начался дождь, и я пришел проверить, как там птер. Все ок. Я продолжаю стройку. Когда я завершил апгрейд, птер уже приручился. Одевай на него седло, и теперь можно на нем летать. В этот момент мы переходим в новую эру. Благодаря птеру теперь можно передвигаться по всей карте, не боясь получать пизды. Можно собирать разные аирдропы и искать нужных нам Дина и ресурсы. Рядом с моей базой была заметка. Я подобрал ее на птере, чтобы бустануть свой и его уровень. Шмыгая по округе, я наткнулся на плотину бобров. С них можно достать очень ценные ресурсы. Цементную пасту и жемчуг. Но есть один минус. Приходится получать пизды от бобров. Главное, господа, не забывайте, выбрасывайте ненужные рез из плотины, чтобы она разрушилась. Только так она потом заспавнится заново. Будьте культурными людьми. Следующее, чем я занялся, это сбор ресурсов. На создание дротиков и седла для Аргентависа. Аргентавис — это наша следующая цель для приручения. Аргентависы очень полезные существа. У них много стамины, они могут лететь очень долго. Еще им можно прокачать большую атаку и большой вес. И в какой-то момент это становится очень полезным грузовым перелетным существом. Ставлю крафтиться селитру. С помощью серпа собираю волокно на седло. Изучаю энграммы и крафчу седло. Пока крафтится селитра, прилег вздремнуть. Селитра все. Теперь добавляя к ней уголь, крафтим порох. С уже имеющегося пороха и металла крафтим пули. Улучшая энграммки, переходим в металлический век. Используя наркотик, пули и металл, крафтим транквилизирующие дротики. Собрав все нужное для приручения Аргентависа, сажусь на птера и отправляюсь на поиски нужного нам покемона. По пути лутаю лучи. В одном нашел золотой арбалет и хитиновое подкрадуле. В другом хитиновый нагрудник. Спустя какое-то время я прилетаю к горе, возле которой спавнятся аргенты. 12 уровень как-то маловато. Я долго кружил вокруг этой горы, налюбовавшись низкоуровневыми аргентами, я уже вечером решил сменить локацию. На данной локации мне повезло больше, здесь был уровень повыше. Я нашел аргента 52 уровня и решил его приручить. Нагрел, отлетел, спешился и дротиками вырубил его. У меня было свежее и жареное первосортное мясо. Им я и буду прикармливать птичку. Аргент упал на склоне, где резается всякого рода шляпа. Мне нужно защищать его, пока он спит. От саблезубых тигров, рапторов, карна, все как мы любим. Краем глаза заметил раптора, но не простого, а альфу. И началась борьба, не на жизнь, а на аргента. Пока бегал от раптора, заметил аргента 100 уровня. Теперь это наша новая цель. Ускоряемся, надо постараться быстрее справиться с раптором и приручить 100-го. В какой-то момент первый аргент приручился, и я решил его подключить к избиению раптора. У аргента урона больше, чем у птера, так что справились мы быстро. Паркую аргента на скале, где его никто не достанет, пока буду приручать второго. Агрю нужную нам цель, сажусь и начинаю расстреливать. Все, вырубили. Чудесно. Скидываю мясо и ждем.
Уже аж утром Арген приручился. Свистом приказываю лететь за мной, и мы выдвигаемся. Перед тем, как лететь на базу, я решил еще приручить либо Дидикуруса, который выбивает камень, либо Анкилозавра, который выбивает металл. С помощью Аргента я могу его подхватить и перевести на базу. Вот, кстати, еще одна особенность, которую я забыл озвучить. Плюс можно по дороге полутать случаев 2 Аргентов. Недолго летав, я нашел поляну, где спавнится Анкила. Запарковал летунов, и смотрите, какой тут шикарный вид. Немножко полюбовавшись, начинаю искать Анкилу уровнем повыше. Чем выше уровень, тем лучше статы. И вот мне попадается Анкила 112 уровня. Это нам надо. Травоядные переручаются ягодами, чего у меня не было, так что я занялся сбором. Перенес Анкилу в более удобное место и начал его вырубать. Закидывая ему ягоды, что-то из этого он должен любить. Пока Анкила приручается, я полетаю и пофармлю лучи. Впервые увидел красный луч. Красный это топовый, так что там должно быть что-то интересное. И да, нас ждал достойный лут. Фиолетовое седло на Рекса и металлическая платформа для дерева. Потом еще полутал фиолетовый луч, вернулся обратно, прожал Анкиле наркотики. Вот он спит прям мордой в землю, не знаю как он дышит. Полутал еще пару лучей и возвращаюсь к Анкиле. Увидев возле него стаю рапторов, я попытался нагреть их на себя и отвести от Анкилы. Убил одного, второго и понял, что где-то потерялся третий. Третий в это время грыз моего спящего Анкилу. Пока я дамажил раптора, я еще продамажил Анкилу. Прости, малыш. Отвел и убил раптора. Из-за того, что Анкила получил урон, когда приручался, эффективность приручения упала из 100% на 19%. Эффективность очень хорошая штука, она влияет на то, сколько уровней добавится к уровню Дина после приручения. Короче, то, что упали проценты, это очень хреново. О, смотрите, какой он побитый в ссадинах и крови. О боже, бедолашка. Погнали дальше. Ну что же, когда он приручился, я назвал этого Анкилу Unlucky. Ну не повезло, бывает. Хватаю его за жопку, свистю летунам за мной. И мы дружненько отправляемся не домой, еще в одно место. Мы прилетаем на одну гору. Названия я ее не знаю, но тут впервые я искал аргентов. А еще на ее склонах есть одни интересные руины, которые я вам не покажу, потому что я не снял футаж. Я здесь паркую Дина и... О, вау, любуюсь еще одним прекрасным видом. ОМГ. Возле этой горы есть Альфа-остров. Там очень много хищников, часто резаются альфа-динозавры. А еще там часто падают красные лучи. Что я хочу полутать там. Смотрите, как элегантно он приземляется. Джекпот. Рецепт на золотое седло для Рекса. Блочный лук. Седло на Ютирануса вроде. И золотой помповый дробовик. Я официально заявляю, мне пиздец как повезло, дорогие друзья. Пока я щелкал лицом, на меня напал саблезубый кошак. 96 уровня. Вам надо кое-что обо мне знать. Я обожаю котиков. Так что я собираюсь приручить этого сорванца. Ставлю аргенту пугливое поведение, чтобы он не атаковал котика, когда я начну его вырубать. И настреливаю дротиками в кота. В какой-то момент он дал дёру. Я начал его преследовать. Слышите этот звук? Это я случайно вместо кота вырубил скорпиона. Спасибо. В траве не видно было. Все, вырубил кота, буду приручать его первосортным мяском. Лутаю лучи и, о удача, нахожу рецепт седла для саблезуба. То, что надо. Вот приручился. Хватаю его за жопку и лечу на гору. О, смотрите, какая красота. Пантера, рау, Еще одна цель, по которой я прибыл на эту гору, это обсидиан у ее подножья. Выбиваю немного, оставляю кошку на горе, не могу забрать, но обязательно за ней вернусь. И наконец-то лечу на базу. Пролетаю над болотом, замечаю какую-то огромную хрень. Какой-то полурак, Я думал встать передохнуть тут, но передохну уже дома. Все, я дома. Паркую всех ребят, разбираю налутанные вылазки и фармлю новые ресы. Крафчу еще дротиков, пригодятся. Изучаю энграмму криокапсулы, в них можно переносить динозавров. Короче говоря, это что-то типа покебола. Нам такое надо. Собираю ресы и лечу крафтить криокапсулы. Они крафтятся в лучах, в обелиске, либо в тег-репликаторе. Я прилетел на обелиск, скрафтил парочку и отправился на поиски другого нужного мне динозавра, Дидикуруса. С помощью него можно быстро и очень много выбивать камень. А камень тут нужен для всего. Чтобы найти этого маленького говнюка, я облетел много мест.
Кстати, вот одно очень интересное место. Видите руины? В первом Ark Evolve на этом месте руин не было. И здесь строил базу я. Я на этой карте, на этом месте. Очень забавное совпадение, как будто разрабы добавили памятник моей базе. Ну, конечно же, это не так. В поисках Дидикуруса я налетел на вот такую интересную компанию. Аллозавры, Альфараптор и Трицератопсы. Решил помочь Трайка. Случайно убил одного из них. Ну что, такое бывает. И я увидел сиротинушку 96 уровня. Ну как же я его оставлю? Забираем с собой. Прилетаю к саблезубу, пакую малыша в покебол. Магия, ёпт. Надеваю коту седло. Смотрите, как круто. Хватаю кота и лечу искать дяди дальше. Тут нету и тут нету. Сел на гору передохнуть. Разжег костер, пожарил мясо. Динозавры рассказывали мне анекдоты, ну а я сидел с покерфейсом. Потому что я не понимаю звериного языка. Той же ночью продолжил поиски. Искал всю ночь. Пока днем не нашел Рекса 108 уровня. Такое нам надо. Закинул кота на гору, чтобы никто его не обижал, пока я занят Рексом. И полетел траить. Большой и опасный хищник. Так что я был немножко на очке. Постреливал в него, как он подходил. Я сразу забирался на Аргента и отлетал. В какой-то момент он начал удирать в джунгли. Обожаю Аркаса. Смотрите, как по колышущимся веткам и кустам можно видеть направление Дина. Можно с легкостью его выследить. Потратив все дротики, вгоняю последнюю стрелу и вырубаю Рекса. Совершенно случайно у меня в инвентаре оказалась сырая баранина. После киблов это топ для приручения. Не теряя времени, я закидываю все это добро в инвентарь Рекса. Вы только посмотрите на эту маленькую элегантную лапку. Как нежно этот величественный хищник прилег на камень. Я приятно поражен, что в игре учитываются такие моменты. Смотрите, какой он огромный. Надеюсь, он не проснется сейчас. Пока здоровяк спит, забрал кота, который был совсем рядышком. Пожарил баранину, которая должна была скоро испортиться. В какой-то момент мне стало интересно, а что будет, если выбить камень из-под его головой? Может, Рекс упадет на землю? Нет, он просто остался висеть в воздухе. Дабы не руинить погружение, рекомендую не заниматься подобным. Пока ждал, дал имя коту. Катана. Либо Катана. Красиво. Мне нравится. От скуки начал лезть в рот Рекса. Он как почувствовал, сразу встал. Я таки не понял, что находится в глубине глотки Рекса. Грустный смайлик. Вы только посмотрите на этого здоровяка. Вау. Забираю его в криокапсулу, пока его никто не украл у меня. И лечу дальше на поиски Дидикуруса. Да, вы же помните, моя главная миссия сейчас это поиск Дидикуруса. В лесу натыкаюсь на малыша Рекса 34 уровня. Бедненький, а где твоя мама? 5 минут назад. Здесь опасно находиться одному, давай я тебя заберу. Продолжая поиски Дидикуруса, я наткнулся на еще одного красивенького красного Рекса. Попытаюсь его приручить. В этот раз, чтобы быстрее убегать и нагонять Рекса, я возьму саблезуба. Сидя в седле, можно достать оружие и элегантно постреливать верхом по нашей цели. Для начала уберу тех, кто может мне помешать в приручении. И начинаю настреливать отравленными стрелами по Рексу. Ой, извини, Галимим. Настреливаем и отбегаем. Настреливаем и отбегаем. Вышло даже лучше, чем я предполагал. Саблезубы идеально подходят для приручения всяких медленных целей. У саблезубых есть еще одно преимущество. Это низкий урон при падении с высоты, а также при прыжке они немного планируют. Короче, обожаю, котиков. Починил броню, потому что она уже изрядно износилась под тяжестью моих приключений. И дальше нам остается охранять здоровяка, пока тот не приручился. Конечно же, я решил узнать, что находится в глотке у Рекса. На этот раз он меня не прервет, он очень крепко спит. Ну а остальное вы увидите в моем телеграм-канале. Шучу, у меня нет телеграм-канала. Все, наша красная красотка приручилась. Забираем ее в покебол, хватаем кота за лапы и летим дальше. На берегу реки я увидел маму медведицу 60 уровня. Ого, мне бы пригодился мишка такого уровня. Но я трогать их не буду. О нет, что это такое? Фура с кока-колой сбила маму медведицу насмерть. И маленький мишка остался один. Он не выживет в этом жестоком мире. Я забираю тебя с собой. Больше ничего не бойся. Гайс, честно, я пролетал уже 3 реальных дня по карте, так и не увидев ни одного хотя бы
подыхающего Дидикуруса. Я просто начал сходить с ума. И просто начал гасить деревья. В надежде, что где-то вот под ними прячется этот пиздюк. Не, их там не было. Я, короче, психнул и решил залететь в огромный сосновый лес. Его еще называют секвойка. Одел самую крутую броню, которую надыбал случай для лучшей защиты. Потому что у меня мурашки по коже от этого леса. Там на деревьях сидят сумчатые львы, которые сбивают тебя с ездового животного. Еще там есть птички, которые даже в седле могут тебя застанить и трахнуть в очко. Еще там куча всяких хищников, плотоядных и альфа-дину ресаются. Короче, жопа. Но если не там, то где? Подумал я и полетел туда. Здорово, лесные пидоры! Я за Дидикурусом. Покатавшись в окрестностях на катание, Дидикуруса, как обычно, не было замечено. Я расстроился, и под очень драматичный дождь ночью я возвращаюсь на базу. Вот такая вот охуительная история. Дальше, как обычно, разобрал ресы, добытые в пути, и поехал добыть немного ягод. Возвращаясь обратно, мне на пути попались два малыша авираптора, и я их приручил. Неужели это значит, что тот авираптор, который доебал меня с начала игры, нашел себе самочку, размножился, а потом где-то сдох? Вполне реальная история. Рип, бесячий авираптор. Не переживай, я позабочусь о твоих детишках. А почему? Потому что авирапторы это довольно-таки полезные существа. Они собирают яйца, которые несут близ стоящие к ним динозавры. Еще они дают баф, из-за которого динозавры несут яйца чаще. Это супер полезно, ведь яйца нужны для крафта киблов, это топовая еда для приручения живки. Я немножко апгрейднулся, построил фундамент, тыкнул на него станок. Станок – наша следующая ступень эволюции. Там много чего крафтится. Ресурсы типа полимера, оружие всякое, броня, промышленный гриль. Дальше я полетел за металлом. Взял 2 аргентов и анкилу. По дороге скрафтил еще криоподов и криохладильник. В Ark Evolved криоподы можно было использовать, пока у них не сядет заряд. В любом месте, в любое время. В этом арке, чтобы пользоваться криоподом, рядом обязательно должен быть криохладильник. Для PvP, может, это и круто. А вот для PvE отстой. Мне не нравится это обновление. Грустный смайлик. Ну что же, прилетаю на гору и начинаю карнавал. Да, с анкилой фармить металл в разы веселее, учитывая, что он выбивает металл сам в зацепе аргента. Металл это такой ресурс, который нужен всегда, на все и везде. Фармить его придется постоянно, так что желательно сделать этот процесс максимально комфортным. Очень кстати, на горе нашел записку, бустанул ею анкилу. Качаю его на вес, хотя нужно было бы, наверное, на урон. Нафармился и возвращаюсь обратно плавить металл. Ну что же, ставлю криохладос, ставлю генератор, который скрафтил в станке, ими запитываю криохладильник и дам электричество на всю базу. Раз уж у нас теперь есть электричество, ставлю освещение, лампа и еще пару фонарей наверх базы, пускай освещают прилегающие территории. Ну что, у криохладильника прошел откат, время выпускать зверей на волю. Первым идет тиранозавр. Смотрите, какой красивый! Вау! Он оставляет за собой следы. Зацените, какие огромные. Я в шоке. Дальше освобождаю малыша Рекса. И третьего Рекса, не дождавшись отката дебафа от криопода, поэтому он какое-то время поспит. В это время Ови отработал прекрасно. Пока я там бегал, он уже поднял одно яйцо дилофазавра. Делаю привязку растущему Рексу. Немножко неадекватная тусовка, кто-то мелкий, кто-то спит, но красиво. Мне нравится. Фонари ночью довольно неплохо освещают Рекса. Хотелось бы, чтобы их радиус действия был больше, а то он какой-то короткий, что ли. Не совсем понятна его функция. А вот лампа возле станка очень круто освещает. Никаких претензий. Дальше я освобождаю Мишку. Смотрите, какой он хороший. Милота. Делаю ему привязку. Смотрите, он машет лапой. Боже, как классно. И вот так вот ночью с освещением теперь выглядит база. Мне нравится. Еще дождь этот подсвеченный фонарями. Очень атмосферно. Вот смотрите, как свет освещает персонажа. Класс. Сзади там тень. А вон выше ночное небо. Боже, все такое красивое. Шикарно. Следующий день я провел, собирая всякие ресурсы. И утром решил трайнуть второй раз на Дидикуруса. Взял криоподы, собрал провизию и отправился на поиски в высокий секвойный лес. Осмотрел местность, Диди опять не было. Но я нашел сумчатого льва 56 уровня. Это нам надо. Посадил птичку на колоду, взял винтовку и начал глушить льва. Вырубил и закинул ему еды. Пока он спит, еще полетаю и поищу Дидикуруса. И пока я летал, он уже приручился.
накидываю ему седло. Узрите, какой он милашка. Выглядит пиздец стрёмно, но он и соответствует своему виду. Он очень сильный, а еще он умеет карабкаться по вертикальным поверхностям. К нашей команде присоединился очень полезный член. Также он может накидывать лютый дебаф на того, кого грызет. Хватаем его за лапки и летим дальше на поиски. В этот раз я отправился туда, где еще не искал. В зиму. Сменил немножко наряд, чтобы не замерзать в зиме. И как следовало ожидать, никого не нашел. Ну раз уже я тут, оформлю немного ресурсов. Нашел жемчуг и нефть. Я был очень сильно расстроен. Я потратил на поиски Дидикуруса 3 дня реального времени. Я облетел просто весь остров. Я приручил уже кучу всяких существ, а его все нет. У меня появилась мысль, что дело не в том, что я плохо ищу, а возможно игра багнулась и Дидикурус просто не спавнится на карте. И когда я уже забил на поиски и возвращался обратно, на поляне с зеленой травкой я заметил маленький синий шарик надежды. Да, это он. Дикий Дидикурус 26 уровня. Я уже не сильно выбирал уровень, знаете. Внизу на стаю рапторов аирдропом просто скидываю кошку. Чистим территорию для приручения. Пока колобок никуда не сдрыснул, хватаю его за лапки, скидываю в удобное место и беру винтовку. Ну шо, погнали. И я отыгрываю просто гениальный мув. Забыв сменить пули на дротик, я чуть ли не убил свой единственный шанс приручить Дидикуруса. Гениально. Не делайте как я. Меняю пули на дротики, проверяю еще раз и вырубаю малыша. Пока он спит, защищаю его со своей бандой. Смотрите, какой он побитый. Красиво сделали. Царапины, ссадины, содранная кожа. Я поверил, что он на low HP. Наконец-то дождался. Он приручился. Забрал его в покебол. Сохранился, перекрестился, вышел с игры и удалил ее. Ладно, шутка. Счастливый прилетаю домой. Фасую все добытые ресурсы, цепляю седло на Дидикуруса и отправляюсь испытывать его возможности. О, смотрите, как нежно он выбивает камень и в каких количествах. И я просто шаляю. Теперь у меня есть добытчики основных ресурсов. Терезина фармит дерево, Дидикурус камень, Анкила металл. Все остальное типа солома и волокно, то такое. Главная фишка — перемещение Дидикуруса. Он катится, причем очень долго на лоу стамине. Очень нравится. Раз уж я закрыл свой гештальт с Дидикурусом, можно идти дальше. Я давно хотел проверить ту пещеру, возле которой приручил Терезин. Так что я взял крутую броню, дробовик и катану. Я не знаю, что меня там ждет, так что я подготовился основательно. Вот она пещера. Смотрите, какое шикарное освещение. Найс. Пещера представляет из себя довольно-таки просторные туннели, усеянные кристаллами, которые освещают все вокруг. Структура немного запутанная, такой себе лабиринт на минималках. На кошке перемещаться очень удобно. Забежав немного глубже, я встретил местную фауну. Скорпионы, пауки и змеи. Поначалу было сыкотно, непонятно, как с этим всем будет справляться мой кот. Но немного практики плюс дробовик и лук, и я начал себя чувствовать в пещере комфортно. С местной живности падало очень много хитина. Это нам надо, так что я по адресу. Порой местные виды завораживали. Тростник, на который падает свет на фоне скал. Красиво. Помимо кристаллов, которые, кстати, можно здесь добывать, тут еще были камни, металл и обсидиан. В общем, пещера из себя представляла огромный ресурсный придаток. Посреди пещеры находится озеро, кишащее крокодилами. Главное к ним не упасть. По возможности я отстреливал всех из лука. Ну а когда становилось жарко, запрыгивал на кошку. Подобного рода пещеры существуют на острове не просто так. Обычно в них находятся артефакты, которые открывают проход к рейд-боссу. И исследуя пещеру, я нашел один такой. Забираю. Это нам пригодится. Еще я нашел тут пару записок, пару светяшек с лутом. И также очень важный момент. Тут я приручил 200 скоробеев. Спасибо, мне все понравилось. Буду заходить еще. Вернулся на базу. Опять не сдержался, заснял, как красиво ночью в тумане все вокруг освещается. Балдею, реально. Освещение бывает немного колбасит, но после патча эти баги пропали. На следующий день заметил возле базы огромного диплодока 20 уровня. Наверное, эта махина фармит очень много ягод. Такое нам надо. Беру винтовку, дротики, сажусь на катан и лечу врубать диплодока. Здоровяк ложится спать. Паркуюсь прям на нем, могу себе позволить. Смотрите, какой он симпатяшка. Капец он здоровый. На него можно надеть седло с платформой и построить что-то типа базы на ходу. Надо будет как-то попробовать. Пока диплодок приручается, выпускаю скоробея. Ставлю клетку
закидываю скоробея в клетку. И важный момент, включаю ему блуждание. Теперь наш жук будет собирать какашки и перерабатывать их в нефть и удобрения для грядок. Вот зачем нужны скоробеи. Супер полезная штучка. Теперь ты всю свою жизнь будешь сидеть в клетке и перерабатывать для меня говно в полезные ресурсы. Роб системы. По моему мнению, я уже достаточно продвинулся в игре, и я думаю, настал час покинуть нашу пляжную сейф-зону и занырнуть по самые помидоры в самый сок арка. То есть, я как все 30-летние мальчики собираюсь переехать в секвойку и построить базу на дереве. Кто за, ставьте лайки. Перед переездом я начал тусить в лесу, осматривая достопримечательности. На горе я заметил, как стая саблезубов загоняют дидикуруса. Дидикурус у нас на сервере священное животное, учитывая, как часто он респается, так что я решил его засейвить. У саблезубов было 2 котенка 100 уровня. Идите сюда. Что тут у нас? Так, котята, не смотрим туда. Там нету ничего интересного. Смотрите на меня, на меня. Сделал им привязку и закинул в криопод. Дидикуруса тоже приручил на всякий, вдруг мой как-то сдохнет. Пока я гонял котов по горам, диплодок приручился. Накидываю ему золотое седло, которое я спиздил с одного луча. И смотрим его способности. Фармит он люто. Размеры впечатляют. Ну что ж, welcome в Tribe. Благодаря ему за 2 минуты нафармил кучу наркоберри. Ну и ставлю на крафт наркотики. За кадром я нафармил ресурсов и скрафтил дробилку. Это очень нужная вещь. Весь собранный ненужный мусор с лучей можно пропустить через нее. Получил кучу нужных ресурсов. Таким образом я решил почистить немного свои запасы перед переездом, чтобы меньше перевозить. Вуаля! И теперь у нас вместо одного хлама куча другого хлама. А что тут наш скоробей? А он напудил мне целых 23 нефти. Это круто. Молодец, продолжай. Залез в нашу с вами знакомую пещеру, чтобы нафармить кристаллов. Опять полюбовался красотой освещения. Ну а кристаллы мне нужны были для химического стола. Помните ступку, которая смешивает говно и листья? Забудьте ее. Теперь говно и листья я буду смешивать в химическом столе. Без шуток. Химстол в 10 раз ускоряет работу ступки, а может даже больше. Это очень полезная штука. Зацените, как быстро он производит пасту. Я в шоке. И вы тоже. Так как я собрался переехать на дерево, крафчу деревянные платформы. У меня есть одна из аэродропа, но мне нужны для начала штуки 3 хотя бы. А вот в этом сундучке я собрал всякое для переезда. Также я наконец захотел немного импрувнуть мое приручение живки и скрафтил киблы. Благодаря им приручение идет быстрее и эффективность приручения будет 100%, что увеличивает уровень приручаемого существа. Закидываю все в аргента и лечу в секвойку для установки платформы. Место для постройки своей новой базы я выбрал, наверное, самое попсовое. Возле прекрасного озера с водопадами и руинами в лесу. Залетел случайно в черный туман, и от тьмы и мрака меня чуть не посетила паническая атака. Подлетел к дереву, покрутил, установил, и так у нас появляется прекрасный фундамент базы. Неожиданно увидел вход в пещеру, наподобие той, в которой я уже был. Слетал проверить, это и вправду вход, но сильно узкий. Ладно, потом как-то в ней побегаю. Прям под моей платформой заспавнился дидикурус 96 уровня. Дружище, лови дротик. Собрал ягоды на всякие и закинул их вместе с новеньким фиолетовым киблом. Узнаем, насколько он эффективен. Вау, смотрите, какие виды. Це що, Таймс-сквер чи що? Дидик на киблах приручился очень быстро. Классная вещь, будем пользоваться. Начинаю обустраивать задатки базы. Ставлю генератор, криохладос, двухспальную кровать, для себя любимого самое лучшее. Сейф. Промышленный гриль, классная вещь, супер быстро жарит мясо. Станки, костер, будет греть меня по ночам. И конечно же огромная пушка. Подобрал ее как-то с луча, у меня даже пуль на нее нету, ставлю чисто для запугивания. И обязательно, чтобы не упасть ночью с платформы, ставлю свет. Рядышком с платформой ходит Рекс 84 уровня. Нам такое надо. Хватаю катана, десантирую его. Оседлал и поехал напичкивать ящерицу дротиками. Благодаря кошкам загонять Рекса супер просто. Пока Рекс спит и кушает миску, продолжаю обставлять базу. Кормушка, шкаф, клетка для скоробея. Заходь до сральника, шановный. Вернулся посмотреть, как тут мой Рексик. Пока спит. Что по глотке? Stop it. Get some help. Все, малыш приручился, полетели дальше. Наступила ночь, на наше гнездо опустился туман и открыл взору невероятно прекрасные виды. У меня случился оргазм сетчатки глаза. Мне было темно, и я решил переставить один фонарь. Завтыкал, отошел назад и немножко потерял платформу из-под ног. Для меня это норма. Пока летел вниз, судорожно вспоминал, на какой клавише у меня парашют. Вспомнил, чуть не убился. Ох, не нравится мне этот визг.
2 Традона и Пегамастакс испытали мое днище на крепость. Спасибо, но больше так не делайте. Чуть не прорвало. Реально. Ночь в арке с фонарем напоминает мне какую-то хоррор-игру. Мне нравится, кстати, я не жалуюсь. Упасть с дерева это, конечно, очень весело и прикольно, но вопрос, как теперь на него подняться. Для помощи в добыче дерева мне нужен был мамонт. Он плохо выбивает дерево, но если использовать его и бензопилу в связке, то выходит очень удобно. Пила фармит много дерева, а вес дерева в инвентаре мамонта уменьшается. Я полетел в зиму, но перед мамонтом я встретил еще одно ценное существо. Мегатерий 120 уровня. Мегатерий хорош тем, что во-первых он очень сильный и живучий, а во-вторых он шикарно фармит всяких жуков и пауков, благодаря своему бафу. С небольшим трудом я его врубаю. Закидываю мяска, надеюсь он его ест. Насчет Мегатерия я реально не уверен. И лечу дальше искать мамонта. Нахожу, но какие-то лоу-левельные. Возле них меня больше заинтересовал котенок 108 уровня. Котов я люблю, так что после того как мамонты затоптали его мать, приручаю его. Возле нас увидел гигантозавра 4 уровня. Хоть он и далеко вроде, но он внушает мне какое-то звериное чувство страха. Гигантозавр это самая криповая хрень на этом сервере. Надо валить. Забираю кота и лечу дальше. Возвращаясь к Мегатерию, на сырой баранине он приручился довольно-таки быстро. Забираю его и продолжаю поиски мамонта. Мне повезло, я нашел мамонта 96 уровня. Нахожу удобное место, где он меня не достанет, и начинаю поливать его дротиками. Все, слоник спит. И приручать я его буду золотыми киблами. Приручился быстро и нежно, забираю и лечу на базу. Выпускаю наших новых друзей, решил десантировать их вниз. Места на платформе мало, мешают. Скинул мамонта и отвлекся на золотой луч рядом. Возвращаюсь, и чертов диплодок уже пытается с толкача угнать моего мамонта. Диплодоки это самые настоящие паразиты. Их хлебом не корми. Дай только затолкать твоих существ какие-то Исправляем этот дискомфорт. У мамонта есть еще всякие приколясы. Можно сесть за барабан. Играя на нем, вы раскидываете какой-то баф. Что он дает, непонятно, но очень интересно. Рядом заметил Дикуруса 116 уровня. Ого! Пока это самый большой, которого я видел. Конечно же, я его хочу приручить. Но он этого не сильно хочет. На лоу хп он скрутился в бублик. И мой урон по нему просто не проходит. Я схватил его аргентом и закинул на платформу. Со временем он отхилится и раскроется. Ну а пока у меня нету бензопилы, в связку к мамонту я добавил терезинозавра. Очень эффективно, много и быстро выбиваю им дерево. И для перевозки закидываю дерево в мамонта. Стак дерева весит 50 кг. А на мамонте 12,5. Нафармил дерево и решил чекнуть пещеру рядом. Мегатерий, конечно же, в нее не влазит. Внутри пещера заполнена газом, он наносит мне урон, так что нам нужно будет надыбать противогаз, либо другой какой-то источник воздуха. А еще поставить тут криохладос и генератор, и таким образом занести сюда Мегатерия. Так что ну нафиг пока эту пещеру. Пока меня не было, моя живка не скучала и наваливала пинков парацеру. А шо сам виноват, не надо тут агрессировать. Я взял Рекса, прокачать его и набить миска. И первый, на кого я наткнулся, это титанозавр. Ну нахер. Недалеко я заметил альфа-карнотавра. Для прокачки Рекса это то, что нам нужно. Я почти уже приблизился к нему, а он все еще игнорирует меня. В 5-минутном замесе Рекс побеждает, и нам насыпает плюс 10 уровней. Недалеко я нахожу еще одного альфа-карна. Оказывается, рядом с моей базой находится неплохой спавн для прокачки. Мне нравится. Хорошо побитый, но прокачанный Рексик возвращается домой. Помните Дидикуруса, которого я забросил на платформу? Он упал вниз. Я нашел его под деревом в кустах и нашпиговал дротиками. Закинул в него золотой кибл, не жалко, и полетел отгонять очередного диплодока. В этом мне помог дробовик. И тут я просто офигел. Я никогда этого не замечал. Ну, Рекса из пащи течет кровь. Сука, блядь, как же это красиво, плюс 500 к атмосферности. Пока я любовался Рексом, Дидикурус приручился. Добро пожаловать в семью. Что-то заскучал, так что оседлал катану и накинул пару кругов. Спасибо, настроение поднялось. На второй платформе поставил плавильню и еще один генератор. Платформы слишком далеко друг от друга, каждую нужно отдельно запитывать. Ну и дальше я занялся типикал расфасовкой ресов, лута. Эта дресня, как и фарм, занимает большую часть времени в игре. Но я, конечно же, в видео буду это все унылище скипать. Переходим к веселому. Постройка базы. Ложу фундамент, стены, второй этаж, камин, крыша, освещение.
Вот так быстро и элегантно за 3 минуты выстроил full дом. Но в реале я, конечно же, ебался пару дней с этим. На этом моменте я буду заканчивать видео. Оно достигло уже примерно 50 минут. Думаю, на 2-часовой ролик вас, да и меня не хватит. Так что в скором времени выйдет вторая часть. Она уже снята, осталось только смонтировать. Всем спасибо за просмотр. Жмите подписку, чтобы не потеряться. Всех люблю, целую. До побачення.